Как зовут вас, представьтесь? Конторский Василий Иванович. Как фамилия? Конторский. Конторский? Да. Угу. Откуда вы? Я с Тулы, с Тульской области. А дата рождения? 6 июня 1990 год. Так, я вам представился, сказал, что это разговор под записи для публикации. Да. Вы не против? Я не против. Понял. Расскажите тогда вашу историю, как вы попали в Украину. Я вас перебью на секунду. Отправил тебе сообщение с его фотографией. Домой звонить будете. Будет он домой звонить. Началась мобилизация. Да. Вот. И по мобилизации призвали, сказали, то есть мы поедем охранять там какие-то освобожденные территории. Вот. Если мы будем уклоняться, то нас ждет тюрьма, а с тюрьмы все равно нас отправят уже сразу в горячие точки, то есть на самый перед. Вот, то есть как бы лучше было идти, Можете чуть громче? то есть лучше идти, то есть добровольно, как бы там в безопасной зоне быть. А Вот. где вы служили, звание, должность? И, получается, 9-й полк, 3-я рота, 1-й взвод, 3-е отделение, рядовой Конторский. Это часть 38, 838. Она относится к Калининграду. Угу. Вот. Кажется, Гусевская или Гусево, что-то такое. Я конкретно не знаю. Да. Потом нас привезли сюда, на территорию Украины. Я не знаю, где мы были. Сначала были в лесополосе. Как бы место безопасное было. Вот. Прожили там 2 недели. Приехал генерал, говорит, вы отправляетесь на передовую. Сначала ротный сказал, нет, мы, то есть, не боеготовы, то есть, не готовы. Да, не готовы воевать. Вот. Его ночью забрали куда-то. Вот. Из слухов известно. Из слухов, то есть, то, что я сам конкретно не видел этого. Вот. Потом с утра приехал генерал. А что еще известно из слухов? Куда забрали? Как бы ФСБ, не ФСБ, то есть там какие-то структуры, которые этим занимаются, типа, по трибуналу, я не знаю, как там с офицерами поступают. Мы можем предположить, что с ним провели какую-то беседу. Да. Вот. Он приехал, объяснил нам то, что мы едем не на самую передовую, то есть там какой-то, то есть тоже будем стоять, но как бы безопасно. Вот. Ротного нам вернут к обеду ротного вернули, мы поехали. Ночью нас сначала привезли, я не знаю, населенный пункт. В основном везде деревья были, какие-то домики стояли, но в них уже свет не горел. Мы сначала разгрузились там, но там был артобстрел. Он все ближе подходил. Вот. Нам сказали, быстро собираемся. Мы с этого места едем на передовую. Вот. Нас погрузили, привезли в какую-то деревню, высадили, сказали тихо выгружаться. Мы выгрузились, нам показали дом, подвал, в котором сказали, сидите и ждите команды. Вот. Мы просидели несколько дней, в итоге до этого как бы капитан, командир нашего взвода к нам приходил периодически, проверял, как мы там пост дежурим, то есть как вообще. А в эту ночь как бы он что-то не появился, я его не видел. Вот. И на утро начался массивный артобстрел, мы из дома побежали в подвал. Вот. И уже в подвале, то есть не прекращаясь этот артобстрел, к нам в подвал зашли представители организации «Кракен». Представители организации «Кракен». Я не знаю, как правильно назвать. Как управдом какой-то, знаете, пришел. Добрый день. В общем, вы бойцы. сидели в подвале, Да. Насколько я понял уже из вашей истории, Да. из прошлых историй, которые были вместе с вами. Да. Вы сидели в подвале просто потому, что вы там прятались. Да. Фактически. Да. Прятались вы там до того момента, пока не пришли из Кракена. Да, и не забрали. И не сказали, выходите, складывайте оружие. Да. Вы сложили оружие и вышли. Да, потому что по-другому у нас не получалось. То есть нас было там просто гранатами закидали бы и все. Сопротивляться не было смысла. Понял. Сколько в общей сложности вы тут пробыли? Это то есть как вообще привезли? Да. Получается с 18-го. А сегодня какое число у нас?
2 недели вы, ну, меня интересует примерно. Примерно? Около 2 недель вы были в полях. В полях, да, и уже недели, наверное, вот как вот, ну, вместе с пленом совсем, это, наверное, еще, ну, недели 3. Понял. Последняя неделя, это вы, по сути, прятались в подвале. Да, в подвале. Подтверждается история. Первых 2 недели интересно, как вас кормили. Я знаю, но Ну, расскажите. не особо, то есть у нас была похлебка, которая называлась щами, то есть вода и листок капусты там. Вот. Вот эти банки, у нас есть фотографии, там банки щей, и написано «своих не бросаем», и там плавает такой листочек капусты. Да, ну или нет? Ну, наверное, я банки не видел, просто то, что нам привозили в термосах. И А своих бросаем или не бросаем? ну, как я так не знаю, то есть я даже не посмотрел и не увидел, бросают наши своих или нет, но я так понимаю, то, что с нами что-то какая-то нехорошая ситуация произошла. Нас, наверное, просто бросили тоже. Я так понимаю. И я даже не знаю, вот наши пришли, забрали они, кто там погиб в этой деревне. Не знаю. Трупы? Да. Как правило, не забирают. Ну, то есть, Понятно. Не знаю, бьют вас, издеваются над вами в плену? да нет, Кормят ли? кормят Понял. Лучше, чем щи? лучше. В принципе, сложно представить что-то хуже, чем щи. Ну, вообще нормально едите? Нормально. Хватает вам? Хватает. Понял. Что вы знали о войне в Украине вообще, когда вы сюда ехали? Да, толком особо ничего. То есть, как бы нам сказали, тут нацисты, то есть издеваются над местным населением, Да. вот, и мы должны как бы все это прекратить. Много нацистов видели? Нет, Много местного населения видели? да не особо. В подвале чего вы находились? Ну, чей-то дом был. Чей-то дом был. Как вы думаете, почему им пришлось покинуть этот дом? Ну, потому что военные действия там происходили. Потому что да. военные действия. Военные действия почему происходят? Ну, когда две стороны воюют. Понятно. Какая сторона вторглась на территорию другой страны? Ну, получается, мы вторую, то есть Россия вторглась. Можно без слова получается, вот фактически. Ну, Россия вторглась на территорию Украины. Россия вторглась на территорию Украины. Потому- Российские войска обитали в подвале дома, из которого пришлось выехать мирным жителям, потому что туда вторглись российские войска. Так какие нацисты там и все такое прочее? О чем здесь речь вообще? Ну вот мы прошлись с вами по фактическим Ну, понятно, пунктам, то есть, которые ну, вы я, видели своими ну, глазами. я нацистов тут не увидел. Натовцев, может быть, вы Нет, увидели. нацистов ни одного. И также все остальные, кроме вас. А их уже очень много у нас было. Можно ли предположить, что вам врут по телевизору? Да. Понятно. Тут понимаете, в чем смысл? Вот те, которые вам врут по телевизору, они ведь не на российских машинах ездят. И дети у них почему-то у всех, как у одного, не в России учатся. И дачи у них в Европе. И не воюют они. Но они вам врут. А вы воюете. Как думаете, погибнуть шансы у вас были? Ну, очень велики. Великие. За что бы вы погибли? Или за что гибнут другие, вот такие Я же россияне, как вы? не могу на это сейчас ответить, потому что сам в раздумьях после вот этой сложившейся ситуации. Можно я вам подкину пищи для раздумий? Да. Они гибнут за идею одного человека или небольшой группы людей, которая решила, что им очень сильно нужно захватить Украину. Или если не получается уже всю Украину, то хотя бы часть территории. Именно за это они гибнут. Как думаете, что указывает на правдивость или неправдивость моих слов? Да, все указывает, потому что здесь нас элементарно, когда мы были в полях, там недалеко была деревня, мы пришли купить хлеба, там, продуктов в магазине на свои деньги. И нам сказали то, что мы оккупанты. Представляете, смелость какая у людей? Вы же с оружием, наверное, пришли. Ну да. Представляете, вы с оружием пришли в магазин украинский,
Говорят, вы оккупанты. Потому что до такой степени уже их достало ваше это освобождение. Блин. Люди жили себе спокойно, нормально. На Донбассе вон, люди жили. Шахты работали, работа была. Евро, знаете, такой чемпионат по футболу Да. проводился. Иностранцы приезжали. Все хорошо, все в красках, все в цветах. Люди живут. И вот тут приходит Россия кого-то освобождать. С 2014 года беда, разруха. Люди гибнут, уезжают, бегут. А там у вас по телевизору рассказывают про нацистов. Основываясь на вырезках из каких-то там фотографий, видео. Такие вырезки можно сделать, конечно. И у вас можно сделать такие вырезки. Если быть точнее, то у нас к каждому видео прикрепляется видео как раз вот с такой вот нарезкой про Россию. Нарезка гораздо длиннее, чем про Украину аналогичная. И гораздо более обоснованная. Что еще? Может, боевые голуби какие-то зараженные, нет? Да нет, такого я не слышал, если честно. Не слышал. Ну, Небензя, представитель ООН, как раз на полном серьезе говорил про комаров боевых, которых мы заражаем или собираемся заразить. Хорошо, натовцев не видел, нацистов не видел, комаров не истреблял, щи ел. Что еще? Я забываю. Мы начинаем забывать. Защита русскоязычных. Вам в магазине на каком языке ответили, что вы оккупант? Ну, это не мне ответили, а ребята ходили. Да Я не у них не уточнял, так что не могу Но я сказать. имею в виду, что вам и на русском вполне могли Да. ответить. Это особенно в том регионе, где вы находились. Вы знаете область, в какой вы находились? Ну, вроде бы как Луганская нам Мгм. говорили. А Нет. где конкретно, я не знаю. Вполне могли ответить на русском. Потому что у нас проблем не было никогда. Кто как хочет, так и говорит. Не, ну там какие-то, конечно, официальные документы и все такое прочее. Оно-то, конечно, на украинском. Только оно уже очень давно это у нас было, и это никого не смущало в той же Донецкой и Луганской областях. Ну, что касается вопроса о мародерстве, к слову говоря. Брали еду, закрутки какие-то. Ну, то, что в подвале стояло, да. Вот, видите. Люди так быстро бежали, что они даже закрутки свои пооставляли и все, что там было. А вы, российский солдат, это ели. Потому что щами не накушаешься, конечно. Но вот как вы оцениваете с моральной точки зрения действия российской армии? Неправильно. Неправильно. Это мягко говоря. Ну давай звонить. Да, Юрий звонит. Давай звони. Кстати говоря, Там все прочитали, получили. Я спрашиваю, разговаривать будете? А говорят, ничего не говорят. ну, Всё давай прочи- пробуем. всё прочитано. Давай пробуем звонить. Что опять готовятся со стороны записать наш разговор. Так я всем говорю, что можете записывать сколько угодно. Хоть на 250 камер. Ого. Да. Ну как? 249 камер может не хватить для этого. Вот эта история, ну, уже у нас стемнело сегодня. 6-й или 7-й человек, с которым мы сегодня общаемся. Вот эта вот история нам непонятна. Мы не можем ее понять до сих пор. Вот, все же Дима написал, фотографию вашу отправил, все сделал. Всё. Смотрите. Правильный номер. Ну, Да, такая да, да, картинка. да. Я отправил. Синенькая галочка, это значит, что прочитано. 2 галочки. 2 галочки синенькие. Доставлено и Она- прочитано. Отправите голосовое сообщение? Да. Зай, перезвони, я действительно в плену. Это никакой не фейк, это действительно. Да, и у нас есть действительно минут 2-3, чтобы с вами Зай, поговорить. минуты 2-3 всего лишь поговорить. Перезвони, пожалуйста, быстрее. Ну, а теперь рассказывайте нам что-нибудь интересное. Интересно, это 2 минуты вам. Да, Анекдот и- расскажите. Если как долго вы нам будете рассказывать что-то интересное, так мы и будем ждать, в общем, вашего звонка. Ну, в принципе, а что такого интересного, я даже... Ну, не Это знаю. уже вам надо решать. Про то, что у вас там происходило, может быть, о чем вы общались между собой.
Ну, то, что все в основном так общались, то, что побыстрее бы домой попасть, чтобы это все закончилось. То есть все надеялись, то есть и не побывать ни в каких то есть боевых стычках, ни в чем. Просто как-то, ну, отсидеться на той позиции, в которой нас посадили изначально, в лесополосу, которая была безопасная. Все думали, что будет так. Ну, по крайней мере, даже так сначала и сказали, то, что копайте блиндаж, мы здесь до Нового года, потом к Новому году будет отпуски, там не отпуски, там, я не знаю, может быть, мобилизация закончится. Ну и все это такое. Как бы рассчитывали, то есть поскорее, ну, вернуться назад. Но получилось совсем по-другому. А были такие, которые рвались в бой? Да поначалу были, когда еще в части проходили это, ну как она, обучение. А чем они аргументировали свое рвение? Ну, якобы такие вот, надо нацистов, типа, это как бы убирать оттуда. Они же, говорит, терроризируют народ. Но потом, когда мы приехали туда уже и начались, ну, взрывы, не взрывы, вот это все, это сразу у всех вот этот вот героизм-то и пропал. И что, вы дальше не общались про нацистов больше? Еще о Потом чем? больше все нет, уже такого не было, то есть яростного рвения такого. А как они себе, или как, вот, может быть, в разговорах они себе представляли этих нацистов? Как они должны выглядеть? Ну, я так понимаю, то есть, ну, они в красках не описывали, но я так понимаю, они, наверное, представляете себе, то есть, ну, Ну, шлемы люди, с рогами, повязки какие-то, что это? ну, нет, ну, какие-то там, я не знаю, все-таки в наколках все там, Так у вас же в России полным-полно людей с такими вот вот, наколками. ну, с наколками, то есть там, с фашистскими, с Некоторые какими-то, зигуют открыто вообще. Все это происходит. Чего же они у себя не пошли их таких истреблять? не знаю. Я же говорю, это какие-то вырезки из видосиков там ультраправых движений. Если Хотя, че- в принципе, где угодно могут быть люди, которые там в это все верят и что-то там преследуют. Но у вас полным-полно таких в армии тоже. Тоже полным-полно таких видео. И зигующих, и с наколками, и с татуировками, и со свастиками. Каких хочешь. Чего они у себя не хотели с нацистами повоевать? Не знаю, значит, им, наверное, невыгодно. Ну, кто сидит там Невыгодно, да. наверху, я не знаю, что у них вообще. Не, я про людей говорю А. конкретно. Про людей, про солдат, которые рвались в бой. Ну, не знаю, может, что-то насмотрелись. Ну да, что-то они насмотрелись, это точно. И вот они приехали, обстрелы есть, а нацистов нет. Да. И все. И все. И у всех вот этот вот героизм весь пропал. Все, кто бы где бы спрятаться. Ну, даже вот в поле, вот в этом, в котором сидели, там вроде бы взрывы далеко были, но все равно все как-то побаивались, особенно вечером ложиться спать. А еще холодно. Еще холодно, да. А сейчас, представляете, как холодно Ну, будет щас тем, там которые вообще, сейчас да. поедут? Или которые сейчас там находятся. Да. А дождики идут. А обмундирования-то нормального нет. Нету. Нет. И кушать хочется. Да. И сразу начинает голова работать. Про нацистов забываешь и думаешь, что... Да. Потому что красиво все рассказывает, а в итоге... Наверное, думают сразу, что у них там тоже дома какие-то проблемы свои есть, да. И вообще у вас в России проблемы есть, и территория Хватает. есть, и все есть. Живи не хочу. Да. А тут надо с какими-то... Чего вы в Аргентину не поехали? Там же тоже есть люди, которые, наверное, с такими татуировками ходят. Сильно хорошо поискать, наверное, тоже можно найти какие-то ультраправые движения. В Мексику куда-нибудь. В Перу. Почему вы не думаете? Почему вы думаете про Украину, а не вот про Аргентину, например? Ну, я не знаю, я же сам сюда не поехал уже. Ну, наверное, потому что вам лет 20 только про Украину по телевизору и рассказывают. Как же ж вам не думать? Если пропагандисты на это только и работают. Чтобы вам вдолбить в голову, что здесь нацисты живут. Потому что кому-то там нужно сверху. Чтобы вы пошли с угрозой своей жизни и убивали здесь людей. Таких же, как вы, по сути. Дмитрий Николаевич. Доповідаю. 5 минут прошло от момента отправленного сообщения. Обратной связи нет.
Поэтому я предлагаю записать вам еще одно обращение, где все, что вы хотели сказать по телефону, вы скажете в режиме голосового сообщения. Почему люди в России боятся поговорить, настолько запуганы, что боятся поговорить даже со своими родственниками? Ваш Я случай не- далеко не первый. Я не знаю, если честно. Ну, вы на фотографии, вот, чтобы люди видели. Я понял. Скажите, режим в России, он, да, слушай, ну это уже показывали 1000 раз, понятно, что. Скажите, режим в России, он похож на рабовладельческий строй или нет? Да как бы рабов-то нету. А что отличает раба от свободного человека? Свобода выбора. Свобода Ну, выбора. У вас была свобода выбора, ехать, гибнуть или нет? Вот, к сожалению, здесь не было. Так, давайте отличия искать, потому что я сходств очень много могу найти. Прав нет. Да. Людей угнетают, притесняют. Людей могут отправить на убой. Конечно, рабам не нужна пропаганда, потому что они просто под плетью. У вас кроме плети есть еще и рупор. Согласен, это отличие. Что, не буду вас мучить, отправляйте свое голосовое сообщение. Зай, пройди все инстанции, то, что я в плену, я жив, то, что там в военкомате говорят, то, что я где-то там еще или не могут там найти, все это ложь. Я нахожусь в плену. Собирайтесь там, то есть нас тут 3 туликов есть. Собирайтесь, не знаю, пишите президенту, там, я не знаю кому, чтобы был обмен пленных. Вот мой канал, вот так вот я подписан. Здесь будет видео с вами. Да и с остальными 2 туликами, как вы сказали. Найди Золкин. найди канал Владимир Золкин. Там будет наше интервью, то есть тех пленных, ну, кто мы здесь. Еще Ну, предыдущее почему-то не прочитано. Ну, она же знает, что это вы. Знаете, фотографию вашу она увидела, Ну да. что вы в плену увидела. А А люди у вас боятся, реально боятся. Они сразу начинают куда-то звонить. Ну, не рабовладельцам, а их аналогам современным. Звонить, вот всякие службы ваши, докладывать. Потому что у нас были случаи, когда мама выходила с плакатом, для того, чтобы привлечь внимание. С плакатом «Заберите моего сына из плена». А ее ночью ФСБ увозила. Потом привозила. После этого она уже больше ничего не говорила. А просто позвонить не на WhatsApp, а на, ну, просто по номеру. Есть такая возможность? Не, возможность Нет. есть, а в чем смысл? Если в WhatsApp прочитала и не отвечает. И пропала. Дим, просит на обычный номер. Будем набирать? А давай наберем на обычный номер. Что? Ну, это же 1 минута. Поставь на паузу. Как бы... Подожди, что-то происходит. Еще раз набрать? Ну, сейчас. Еще раз пауза. Да, давай, ну, сколько? Вот что-то, смотри. Алло. Алло, Алло, Зай, это я. Подождите. привет. Добрый день, меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Ваш муж в плену находится у нас. Ага. Если вы хотите с ним поговорить, то я вас предупреждаю, что это под запись и для публикации происходит разговор, чтобы вы знали во время разговора. Вы услышали, да? Да, слушай. Ну вот я передаю ему трубку, а дальше уже как считаете нужно. Зай, Ау, я жив в плену. говори, Я в плену. мне что нужно сделать? Тебе нужно, то есть, во-первых, обратиться в какие-то инстанции, которые посодействуют нашему обмену. То есть есть программа обмена пленных на пленных. Угу. Вот. То есть еще тебе надо в военкомате доказать то, что я живой. Там, то есть, есть видео, вот почему сейчас не отвечала на WhatsApp, тебе звонили? Там видеосвязь, я ребенка заводила в квартиру. Ребенок же не может это все видеть. Ты представляешь, как Артем отреагирует?
Все это как вот. То есть тебе надо доказать в военкомате, то есть тут говорят, то, что нас нету в каких-то там, блядь, списках, я не знаю. То есть тебе Ты в надо... списке есть при этом? У тебя нету в списках мертвых нет тебя, и нет у тебя в списках раненых. Ты же числишься живой, и Я в плену. что ты там. Я тебя услышала, я тебя поняла. Что вы воюете, она имеет в виду. Я понял. Или без вести пропавший. Э, А вы пленный. Ну, то есть обращайся во все инстанции, какие только могут посодействовать этому. Я услышала, я прям сейчас начну это делать. Позвони, у тебя номер Сереги Нестерова, жены, остался, позвони ей, тоже скажи, Да. что пускай тоже этим занимается. Сережка тоже в плену? Да. Чем больше вы их там будете всех атаковать со всех сторон, тем больше шанс, что его поскорее поменяют. Мальчишки не виноваты, они мобилизованы, они не сами Да, подписывались на это. хорош, слушай, это не... Все, это я как- поняла. А можно я спрошу один вопрос? А у нас, Спрашивайте. скажите, пожалуйста, а у нас вот тут кто виноват, что в нас ракеты с России летят? Я не Ну вот знаю, вы говорите, кто мальчишки не виноват. виноваты, девчонки не Мальчишки виноваты. не виноваты. Да. Нет, мальчишки, которые мобилизованы, они не виноваты. А вы знаете, что у нас тут мальчишки? А я понял. А вы знаете, что у нас тут мальчишки нажираются и женщин насилуют украинских? Людей убивают мальчишки. Я знаю за своего точно, что он этим не А, не, занимается. ну за вашего-то, конечно, он же ж не такой, как все. Это ж те другие плохие. Я не говорю, что кто-то плохой или кто-то хороший. Я никогда такую градацию между людьми не проводила. Я всегда людей сужу по поступкам. А зачем? Я знаю, что мой Я понял. не будет этим заниматься. А как вы оцениваете поступок вторжения российской армии в Украину? Никак я это не оцениваю. Так вы же оцениваете по поступкам. Я стараюсь находиться как можно дальше от политики. А может это просто вам удобно оправдывать таким образом преступления власти и народа, к которому вы принадлежите? Я человек замкнутый и живу только своей семьей. Держите. Все, Зай, тут время ограничено. Все, я поняла тебя. Я тебя услышала. Все, Я тебя люблю. в следующий раз, если буду с тобой связываться, там постарайся сразу ответить, потому что сейчас бы, если ты бы не ответил, уже бы все, потом бы с тобой бы не связались. Я просто ребенка уводила, чтобы он ничего не видел. Все, давай, целую, люблю. Угу, давай, я тоже тебя люблю. Раньше, знаете, я еще пытался с кем-то там подискутировать и все такое. А сейчас я понимаю, что плевать вам. Народ вы такой, плевать вам. На себя плевать, на нас плевать, на все плевать. Вы же, наверное, не скажете мне, почему так, да? Да, потому что у нас в стране, даже если что-то поменять, это не получится. Митинги делать, это бесполезно. То есть митинги сразу... Я ни в коем случае не призываю вас к митингам, просто потому что у вас Нет, охранников больше, чем людей. Да. В принципе. А если делать законные митинги, то мы вышли, поговорили, и на этом все остановилось. То есть ничего не двигается. У нас поменять даже просто саму политику, чтобы, ну, это просто не в состоянии обычных мирных людей. Это надо, чтобы Министерство обороны как-то в этом было заявить. Министерство нападения. Министерство, ну, нападение, по-вашему, да, у нас... Почему по-нашему? Оно же нападает. Ну, понятно. Это объективно. Вот, просто если они будут в этом заинтересованы поменять власть, то у них это получится. А у нас, у обычного народа, просто шансов нет. Но у вас, у обычного народа, есть шанс за каждого о себе подумать. Вот ваша жена, например, говорит, мальчишки не виноваты. Но каждый из этих мальчишек стал жертвой этой мобилизации, стал жертвой пропаганды, пошел. А ведь мог же не идти. Нет, не мог. А как я Почему? не пойду? Меня посадят в тюрьму, а оттуда уже... Хоть одного посадили? Ну, я не успел это проверить. Правильно. Потому что даже и не пытались. Они одного не посадили. Даже уголовных дел нет. Одно открыли и то закрыли. Знаете почему? Почему? Потому что если они будут их открывать и клепать, то окажется, что массовость этих уголовных дел и посадок покажет на то, что российские люди не так уж сильно рвутся воевать.
А это будет полностью противоречить вашей пропагандистской системе. О том, что вы, ух, какие. То есть получается сейчас, если, ну просто представьте, если меня обменивают и мне говорят, то есть ты обязан идти дальше, ну обратно сюда. То есть, Да. и я говорю, то есть я никуда не пойду. Все. Да. Вот. всё. И то есть и меня ну, не посадят. Да, они сделают вид, что... Ладно. Нет, они вам в печать могут поставить военник, например, что вы там склонны к предательству и все такое прочее. Но это Перед не- вами был человек, у него такая печать уже стояла. Ну, вы поинтересуйтесь у него, потому что вы вместе... А, нет, стоп, он не из Тулы. Жаров его фамилия. Я понял. Он сюда зашел 24 февраля, потом вышел, потом отказался дальше воевать. Ему поставили эту печать, военник, а потом еще и мобилизировали. И он спрашивает, а как же вы меня с такой печатью мобилизировали? Он говорит, а ничего. И в конце концов, если бы вам даже дали бы лет 5, условно говоря, просто непонятно за что, понимаете? Вообще непонятно за что. Срока, то это лучше, чем прийти сюда убить кого-то. Да, С естественно. моральной точки зрения, но я понимаю, что мораль это для вас как бы... Нет, смотрите, вообще. просто, как говорили, то есть сажают на тюрьму, но оттуда уже без твоего соглашения просто скрутили и отвезли. Ну, таких случаев-то точно нет. Ну, Даже вот, в а, тюрьме их спрашивают, они хотят ехать или нет. а нам рассказывали то, что вот так это будет Ну, происходить. видите. А это не подтверждается реальными данными, то, что вам рассказывали. И даже то, что из тюрьмы не забирают, это уж точно. То есть вам такой себе замкнутый круг нарисовали, из которого выхода нет. А выходы из него везде. Буквально сразу. Нет, я не еду, все. Пока-пока. И никто с вами возиться не будет. Попробуют быстрее, им быстрее проще найти другого дурачка, чем с вами возиться с уголовными делами. Да, и всё. Тем более из тюрьмы никого никто силком не забирает. Ну и как вы думаете, давайте поставим на весы. Ну, например, 5 лет срока или убить человека, что лучше? Нет, лучше 5 лет срока. Причем убить, невинного человека. вообще. Нет, лучше 5 лет срока. Вот видите, 5 лет срока лучше, чем убить человека. А что лучше, 5 лет срока или убить человека и самому еще погибнуть? 5 лет срока лучше. Ну так, против все просто. А когда вы там, получается все совсем как-то по-другому. Передайте что-то другим, если хотите, россиянам, которые вот собрались, как вы там, мобилизироваться, еще чего. Мобилизоваться. Золотом будешь получать. Плюс 100 комментариев. Будешь получать. Ну, мобилизованным я советую как можно больше уклоняться от этого. Любыми способами. Здесь делать нечего нам. Здесь делать нечего, кроме того, что можно погибнуть. Ну или попасть в плен, и потом обо всем очень сильно сожалеть. Все. Слава Украине. Героям слава.